С первого взгляда они выглядели как пара из рекламного ролика. Харизматичный американец и утонченная русская женщина. Джозеф и Ольга познакомились онлайн и быстро нашли общий язык. Их роман развивался стремительно, но казался прочным. Обоим было за 30, за плечами неудачные отношения. Возможно, поэтому они так цепко вцепились в новую возможность. Джозеф — совладелец успешного автосервиса, общительный, жизнерадостный. Ольга — бывший трейдер, умная, привлекательная, говорящая с акцентом, который ее избранник считал невероятно милым. Пара поженилась летом, а свадебное путешествие провела в одном из курортных уголков США. На фото того периода они — воплощение мечты. Солнце, море, шампанское и вечная любовь. У них была красивая свадьба, дорогая машина, совместные планы на жизнь и бизнес. Казалось, ничто не может омрачить это счастье. Ольга быстро вошла в бизнес мужа, занималась административными вопросами, а ее природная харизма помогала с клиентами. Джозеф часто говорил, что наконец нашел своего человека. Но идиллия длилась недолго. Всего 107 дней. Через 3 месяца после свадьбы кто-то хладнокровно прервал эту красивую историю. Одна ночь перечеркнула все. Их любовь, дом, работу, мечты. Все оказалось разрушено в считанные минуты. Слишком красивая жизнь, слишком быстрый успех. Или кто-то давно ждал подходящего момента. Обычно конфликт в семье начинается с мелочей. Иногда с кольца. В случае Джозефа все началось именно с него. Его мать хранила в семье обручальное кольцо, украшенное бриллиантами. Оно считалось семейной реликвией и должно было передаваться по наследству. Но в какой-то момент украшение оказалось у сестры Джозефа, Келли. Она вышла замуж за 10 лет до этих событий, и мать подарила ей кольцо. Когда Джозеф решил жениться, он захотел вернуть его, чтобы подарить невесте. По словам Келли, брат действовал за ее спиной. Он взял кольцо, заменил настоящие бриллианты на фианиты и вернул его сестре, надеясь, что та ничего не заметит. Настоящие камни были вставлены в новое кольцо для Ольги. Позже планировали вернуть все на свои места, но Келли поняла, что ее обманули, и вспыхнул скандал. Для нее это было больше, чем просто украшение. Речь шла о доверии и семейных границах. Она обвинила брата в воровстве, а он ее в разрушении традиций. Это стало началом холодной войны. Келли отказалась ехать на свадьбу и ограничила общение. По ее словам, она в этот день работала, но все же нашла время отправить Ольге колкие сообщения о кольце. Ольга, не зная о деталях истории, была в шоке. Джозеф пытался сгладить конфликт, но напряжение не утихало. Оно тлело где-то на заднем плане, пока не переросло в одну из версий возможного мотива преступления. Но тогда никто не думал, что украшение может сыграть такую темную роль. Хотя, возможно, кольцо действительно стало символом того, как быстро красивая история может дать трещину. Прошло всего несколько недель после свадьбы, когда в доме молодоженов случилось нечто тревожное. Пока Джозеф и Ольга были на работе, кто-то проник в их дом. Пропали драгоценности, документы и даже семейные реликвии. Кража была профессиональной, никаких отпечатков, никаких улик, будто грабитель знал, где искать и как уйти незамеченным. Странность ситуации заключалась в том, что самое ценное украшение, кольцо с бриллиантами, осталось нетронутым. Оно было на пальце Ольги, и этим, вероятно, и спаслось. Но сам факт ограбления породил множество вопросов. Почему дом, где только начали жить молодожены, стал целью? И почему вор выбрал день, когда хозяев не было дома? Полиция зафиксировала взлом, составила протокол, но не нашла ни подозреваемых, ни следов. Версии варьировались от случайного нападения до инсценировки. Но кем и зачем? Позже следствие выдвинет гипотезу, что ограбление было частью более крупного плана. В те дни Ольга начала подозревать Келли, ту самую сестру, с которой у них уже был конфликт. Подозрения не имели твердой почвы, но девушка чувствовала, это не просто кража. Дом, который должен был быть уютным гнездом, вдруг превратился в место, где больше не чувствовалось безопасности. И эта трещина в их жизни оказалась зловещим предвестником гораздо большей беды. 23 сентября, день, который начался с радости, закончился трагедией. Это был день рождения Ольги. Ей исполнилось 39. Молодожены решили отметить его в кругу друзей. Атмосфера праздника была почти идеальной. Музыка, тосты, улыбки. Некоторые родственники Джозефа тоже были на вечеринке. Казалось, между недавними конфликтами и сегодняшней ночью пролегла целая пропасть. Даже Келли не вмешивалась в этот день. Ближе к полуночи Джозеф и Ольга попрощались с гостями и сели в свой кабриолет. Они смеялись, обсуждали вечер, строили планы. На парковке их дома, буквально в 30 футах от входа, их ждала смерть. Кто-то прятался в темноте, зная точное время их возвращения. Это была не случайность, это была засада. Соседи позже расскажут, что слышали громкие мужские голоса. Предположительно, произошел короткий спор, а потом выстрелы. Много выстрелов, целая серия, которую было слышно через весь жилой комплекс.
Так закончился праздник, и, как окажется, закончилась целая жизнь. Не только биологически, но и эмоционально, юридически, морально. Ведь впереди ждали допросы, суды и попытки понять, кто превратил день рождения в приговор. Полицейские прибыли быстро. Звонок поступил около 2 часов ночи. Очевидцы сообщили о женщине, лежащей на земле с кровоточащими ранами. Когда медики начали оказывать помощь, она еще дышала. У Ольги было несколько огнестрельных ранений в лицо и грудь. Одна пуля прошла на вылет через щеку, другая задела артерию. Все происходило у крыльца, у самой двери их дома. Джозефа нашли чуть поодаль, в кустах. Он был мертв. Выстрел в затылок, мгновенная смерть. Никаких попыток ограбления. Кошелек с крупной суммой при нем. Телефон на месте. У Ольги дорогая сумка, кольцо с бриллиантами на пальце. Преступники ничего не взяли, их цель была не имущество, а люди. Следователи насчитали более 20 стрелянных гильз. Судя по калибрам, стреляли из разных стволов. Это означало, что убийц было как минимум двое, и действовали они хладнокровно. Убийство было целенаправленным, жертвы выбраны заранее. Учитывая точность момента и места, кто-то знал их расписание, кто-то следил. Но на этом странности не заканчивались. На записи камер с соседнего дома видно, как автомобиль пары подъезжает, и почти сразу начинается суматоха. Кто-то ждал их. Вопрос оставался прежним. Зачем? Когда полицейские подошли к Ольге, она была еще жива. Ее лицо было в крови, дыхание прерывистое, глаза едва открывались. Медики отчаянно пытались стабилизировать состояние, но каждая секунда уходила в никуда. Полицейские понимали, это может быть их единственный шанс узнать хоть что-то. Они задавали вопросы: кто стрелял, сколько их было, узнала ли кого-нибудь. Но Ольга не отвечала. Она только стонала, вглядываясь в лица над собой, будто надеялась увидеть кого-то знакомого. Позже станет известно, ее голосовые связки были повреждены, она физически не могла говорить. Но даже если бы и могла, боль, потеря крови и шок делали любые ответы невозможными. Врачи в спешке поднимали ее на носилки, пытались остановить кровотечение. Однако еще до прибытия в больницу женщина скончалась. Последняя надежда полиции на прямое свидетельство исчезла в пути. Этот момент стал одним из самых трагичных в деле. Жертва, которая могла бы все рассказать, умерла, не успев сказать ни слова. Офицеры, позже вспоминая ту ночь, признавались. Они смотрели на нее и чувствовали, как уходит истина. Убийцы ушли безнаказанными, а молчание Ольги стало символом всей истории. Громкой, но безответной. Но даже без слов у нее остались следы, которые могли многое рассказать. Одной из первых теорий полиции стало предположение, это была не случайная встреча. Кто-то точно знал, что Джозеф и Ольга будут дома именно в ту ночь и именно в это время. Случайные грабители не стали бы ждать жертв в темноте, затаившись возле входа. Все говорило о том, что убийцы приехали заранее, спрятались и ждали момента. Следователи начали копаться в их расписании. Кто знал, что они будут в баре? Кто знал, когда они уедут? Ответ оказался прост. Почти все, кто был на празднике. Вечеринка проходила в заведении, где пара бывала нечасто. Однако их появление не было тайной. Фото, сторис, сообщения. Все это могло выдать их маршрут. Но ключевым моментом стало то, как быстро развернулось нападение. Машина только въехала на парковку и сразу. Атака. Ни слов, ни угроз. Просто выстрелы. Это означало одно. Нападавшие точно знали, кого ждут. Кто-то дал им информацию. Начались допросы. Гости вечеринки, соседи, родственники. Все были опрошены. Появилась версия слежка. Возможно, кто-то следил за парой заранее. Возможно, подслушивал. Но все эти «возможно» не давали прямых ответов. А тем временем в поле зрения полиции начал появляться человек, поведение которого все меньше напоминало скорбь. Крис Риверс знал Джозефа больше 10 лет. Вместе они основали автомагазин, делили прибыль, строили бизнес. Когда Джозеф умер, Крис, казалось, должен был быть убит горем. Но следователи заметили обратное. Он был спокоен, вежлив, но отчужден. Ни слез, ни эмоций, ни даже видимой тревоги. Он не настаивал на участии в расследовании, не звонил в участок, не просил найти виновных. Более того, сразу после трагедии он продолжал работать, как будто ничего не произошло. Вскоре он сообщил полиции, что Джозеф вел темные дела. Якобы продавал запрещенные препараты и участвовал в незаконной торговле. Эта информация выглядела странно. Зачем лучший друг начал поливать погибшего грязью? Подозрения усилились, когда Крис показал записи с камер, чтобы подтвердить свое алиби. На них он действительно находился дома. Но его поведение было тревожным. Он метался по квартире, постоянно говорил по телефону, выглядел крайне напряженным. Время звонков совпадало с моментом убийства. Полиция заинтересовалась. С кем он так долго говорил? Кто были эти абоненты? Почему он сразу начал строить теории, уводящие внимание от себя? И самое главное, почему он так уверенно заявил, что убийство связано с мафией? Появилась необходимость проверить, насколько Крис действительно чист перед законом.
Телефон Криса стал золотым ключом в этом расследовании. Детективы восстановили удаленные звонки и сообщения. В ночь убийства Риверс связывался с несколькими людьми, один из которых, Джошуа Бэй. Это имя всплывет еще не раз. Обнаружилось, что в момент убийства Бэй находился рядом с местом преступления. Его передвижения подтвердили вышки сотовой связи. В течение часа до выстрелов он обменялся десятками сообщений с Крисом. Тема, деньги, срочные дела, встреча. Все выглядело подозрительно. Дальше больше. У Бэя был криминальный след, связанный с торговлей запрещенными веществами. А главное, он знал еще двух мужчин, которых позже опознают как исполнителей. Один из них, Доминик, работал охранником, второй, Аарон, ранее имел проблемы с законом. Когда следователи начали распутывать цепочку, все сложилось как пазл. Бэй не стрелял, но мог быть посредником, а Крис — заказчиком. Все это еще надо было доказать, но уже тогда полиция поняла. Они близки. Именно тогда в дело вступил один из фигурантов, который оказался не таким стойким, как остальные. Первым заговорил Джошуа Бэй. Под давлением улик и в надежде смягчить наказание он пошел на сделку с обвинением. Его показания стали поворотным моментом. Он прямо заявил: Крис заказал убийство Джозефа и Ольги, предложив $5000 аванса и еще 60 после выполненной работы. Бэй рассказал, что не хотел стрелять сам. Он привлек Доминика и Аарона, обещая им долю. План был прост: засада возле дома, минимум свидетелей, устранение обоих супругов. Крис настоял, чтобы убрали и Ольгу, иначе страховка могла уйти ей, а не ему. Именно это стало ключевым мотивом. Свидетельства Бэя совпали с записями звонков, передвижениями телефонов и действиями Криса в ту ночь. Следствие получило подтверждение. За фасадом бизнесмена скрывался человек, готовый пойти на все ради денег. Бэй получил всего 5 лет за сотрудничество, но его слова стали основой для судебного дела, которое разоблачило настоящего организатора. Цепочка замкнулась. Осталось только доказать, что Крис не просто знал, а именно он все устроил. Когда следователи начали изучать финансовые документы компании, ими управляли Джозеф и Крис, всплыло кое-что интересное. Оба партнера оформили страховые полисы жизни друг на друга. Стандартная практика среди совладельцев бизнеса. Однако после свадьбы условия выплат изменились. В случае смерти Джозефа основным получателем средств становилась его супруга Ольга. Крис прекрасно знал об этом. Он понимал, что если Джозеф погибнет, но Ольга останется в живых, все деньги, около $1 миллиона, уйдут вдове. Это делало устранение только Джозефа бессмысленным для него. Вот почему Ольга оказалась второй целью. Следователи считали, деньги стали главным мотивом. У Криса были долги, он злоупотреблял наркотиками, крал из общей кассы. Его отчаянное финансовое положение толкало на крайние меры. Полис мог стать билетом в новую жизнь. Но женитьба Джозефа спутала все карты. И тогда, по версии обвинения, Риверс решил действовать. Когда прокуроры на суде озвучили схему, заказ, посредник, исполнители, обещанные суммы и страховка, присяжные слушали в полной тишине. Все укладывалось в стройную логическую цепочку. Мотив, средства, возможность — все указывало на Криса. Он знал, когда, где и как. Осталось только выбрать день. И этот день он выбрал точно. В ночь, когда Ольга праздновала свое 39-е день рождения, он нажал на невидимый спусковой крючок. Суд длился почти 2 года. Слушания, перекрестные допросы, показания свидетелей, прокуроры выстроили дело как по нотам. Ключевыми стали не только слова Джошуа Бэя, но и технические доказательства. Местоположение телефонов, совпадение звонков, видеозаписи и поведение самого Риверса в ночь убийства. Судебное разбирательство раскрыло и другие темные стороны Криса. Он воровал деньги из бизнеса, хранил запрещенные препараты в мастерской, пользовался фальшивыми алиби. Все это рисовало портрет не просто преступника, а человека, который шаг за шагом шел к предательству. Его защита пыталась возложить вину на других. Якобы Ольга имела связи с мафией, Джозеф был замешан в теневой торговле. Но ни одно из этих утверждений не было подкреплено доказательствами. В итоге суд приговорил Криса Риверса к 2 пожизненным срокам плюс 50 лет. А Аарон Томпсон, непосредственный исполнитель, получил аналогичное наказание. Доминик Бенсон, хотя и не стрелял, получил срок за соучастие. Джошуа Бэй, пошедший на сделку, отделался 5 годами заключения. Процесс стал резонансным, виновные получили свое, но вопросы остались. Могло ли это все не случиться, если бы кто-то раньше заметил признаки беды? Почему никто не обратил внимания на поведение Криса, его долги, паранойю? Увы, но ответы уже ничего не изменят. После суда жизнь всех, кто был рядом с Джозефом и Ольгой, изменилась. Их семьи еще долго оправлялись от шока. Особенно тяжело пришлось Келли, сестре Джозефа. На нее долгое время смотрели с подозрением. Следователи всерьез рассматривали ее как возможного участника, строили версии о мести за кольцо.
Ее вызовы на место преступления, отсутствие алиби, история с фенитами — все это ставило ее в опасное положение. Но факты не подтвердились. Келли не имела отношения к убийству. Более того, она активно сотрудничала со следствием. Она призналась в конфликте с братом, показала переписку, объяснила, почему была враждебна. Но этого оказалось недостаточно для обвинений. Позже она рассказывала, что искренне любила брата и сожалела, что их последняя встреча была омрачена ссорой. История семьи Коннелл стала символом того, как человеческая жадность может разрушить даже самое светлое. Красивый союз, успешный бизнес, уютный дом — все оказалось мишенью. Мотив оказался простым — деньги. А путь предельно циничным, через предательство, заказ и смерть. В городе еще долго вспоминали ту сентябрьскую ночь. На месте преступления поставили табличку в память о Джозефе и Ольге. Их фото теперь можно найти не только в семейных альбомах, но и в материалах суда, полицейских сводках и криминальных хрониках. Потому что их история — это не просто трагедия любви. Это напоминание. Иногда враг сидит не за углом, он сидит рядом за столом и улыбается.